Привет, привет, с вами Алена. Ко мне вернулись мои грызунчики. Ссылочку на них оставлю. Здесь ложе отросло. Мы на них тестили американские ногти. Короче, что только с ними не было. И не смогла я вовремя эти ногти принять. И что-то мы заходились, переходили. Но самое главное, что... Я не стала показывать снятие. Короче, это все не важно. Самое главное, что, посмотрите, ложе выросло. Прям целый ноготь, нормальный, абсолютно человеческий. Все как положено, со свободным краем он у нас есть. А это значит, что грызун спасен, и все будет теперь хорошо. Смотрите, какие они аккуратненькие. Показываю на 2 пальчика, и там еще будет прикольный ремонт, потому что на второй руке, как вы помните, была дырочка. Ну а начнем мы сейчас все это дело с опилы. Я использую. Я люблю странные слова говорить. Так вот, используем одноразовые файлы мелкого абразива для того, чтобы работать по натуральному ногтю. Прорабатываем свободный край и слегка верх ногтевой пластины. Как видите, у меня тут осталось немножечко от моей фрезы для снятия такой жесткой, и потом еще нужно будет забафить. Ну а перед этим делом я решила сделать срез. Сейчас уже очень приятно работать с кутикулой, она теперь отрастает ровненькая, хорошенькая. Еще раз говорю, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Результат на лицо, есть очень хорошие положительные изменения, то есть мне нравится, как наши ногти сейчас выглядят и как выглядит кожа, и в общем вообще все просто отлично. Кроме вот этого заусенца, который просто отказался зашлифовываться, и у меня такое бывает. Я вообще не спец, кстати говоря, в аппаратном маникюре. Надо начать им заниматься, наверное. Хотя меня, в принципе, и комби устраивает, но надо выходить из зоны комфорта и пробовать все-все. А это тот самый указательный палец из первого видео. Там эта дырочка была практически возле кутикулы. А мы сейчас ее заложим, потому что она уже у нас отросла. И вот пока я пилила, в общем-то, материал сошел, и получилось вот это вот. Но ничего сложного, как всегда, сработаем полигелем, либо можно сделать это гелем-желе. Если совсем нет ни того, ни другого, но подставляем форму и работаем гелем или какой-нибудь тверденькой базой. В последнее время я прям полюбила работать именно апельсиновой палочкой с полигелем. Прям что-то мне так заходит, так здорово. Хотя, когда наращиваю, я все-таки доглаживаю еще и кисточкой из натурального ворса для акрилового моделирования. Ну, какая-то такая вот у меня техника. Дальше нужно сделать небольшой опил. И прелесть полигеля, конечно, в том, что он очень-очень легко и быстро пилится. И вот таким образом мы возвращаем ногтю первозданный, ну не первозданный, конечно, у нас немножко другая история. Ну, короче, нормальный вид мы ему возвращаем, он теперь похож на натуральный, и никто ничего не узнает, что у нас там было что-то не так. Как к следующей коррекции трещина и вовсе отрастет, и от нее не останется и следа. Вот так выглядят наши поремонтированные пальчики. Все хорошо, красиво. Дальше мы просто сделали выравнивание базой. Нам все блестит и все классно, и потом можно переходить к цветам. Тут меня что-то прям понесло на цвета. Я вообще не люблю красную и розовую цветовую гамму, но вот этот цвет какой-то интересный прям мне показался. Я не знаю, как его правильно назвать. Но сейчас будут, наверное, варианты типа а-ля Марсала там, или какая-нибудь пыльная слива. Не знаю, но классный, такой прикольный. Он чуть-чуть такой вот немножечко прозрачноватый, если есть такое выражение. Ну, короче, он плотный, но не очень плотный. Что-то в нем меня очень сильно зацепило. Я даже несколько дней ходила, такая думала, а не покрыть ли мне им ногти. Я, кстати говоря, до сих пор не сделала маникюр, так хожу с ни с чем на ногтях, потому что в планах все-таки наращивание. А на другие пальчики мы нанесли вот такие вот оттенки, и я раскопала кисточку. Смотрите, какая классная, такая прикольная кисть, которая так шмяк-шмяк, и получаются прикольные лепесточки. У меня тут вот этот бордовый и еще серенький. Я делаю в произвольном порядке внахлёст, просушиваю каждый слой отдельно. И, конечно же, нужно чем-то доработать, потому что пока непонятно вообще, что я этим хотела такое сказать. Берем клейкую ленту, такие вот блестящие полосочки. Ну, у меня под рукой были золотые, хотя можно было взять и серебряные. Даже бывают белые и черные. Короче, сейчас все бывает, что я вам рассказываю, сами знаете. И тут я просто приклеиваю, как Бог на душу положит, для того, чтобы просто было радостно на душе, почему бы и нет.
Дизайн — это всегда здорово, мне нравится. Этот очень простой, и на самом деле все, чего мне хотелось, это немножечко освежить в памяти эту самую кисточку, а тут я уже дорабатываю кистью лепесточек. Это такая маленькая кисточка, ну, кто-то называет ее кинжал, ну, короче, вот такие штучки она делает. Тут мы прорисовываем уже по матовому топу гель-краской, и дальше нам останется только посыпать порошочком. Специальный порошок — это смесь акриловой пудры и блесточек. Я это использую тогда, когда хочу... Ну, короче, вы знаете, да, у меня с русским напряженка, ногти, когда, вот это вот все. А еще я сглатываю. Ну, простите меня, пожалуйста, те, кого раздражает, но я человек, да, я глотаю слюни, когда разговариваю несколько минут без перерыва. Что-то меня понесло, да? Ну да ладно. В общем, присыпаем все это аккуратно, просушиваем, дальше стряхиваем и получаем вот такой прикольный объемный дизайн. Ну и все, собственно говоря, готово. И все, что нам остается, это сделать шлифовку. Сегодня покажу шлифовку вот такой фрезой по маслу, уже по готовому маникюру. Видела такой вариант. Где-то видела, короче, не помню. Если вспомните, кто так делает, то давайте упомянем в комментариях. Но я вот сейчас прям так вот не вспомню. Где-то в маникюрном паблике вот так делают. И почему бы и нет, так тоже можно. То есть, когда вы сделали полностью покрытие, и потом тихонечко шлифуете масличком, все это втираете, все блестит и все красиво. Тут самое главное не задеть само покрытие, естественно. И еще прикольно получилось, я пока шлифовала, капельки масла попали на топ и тоже создали какой-то такой вот вариант дизайна. Помните, раньше прям капли ставили топом? Ну, а вторая рука у нас просто матовая, а вот эта такая получилась веселая. Какое-то такое у нас было настроение. Я считаю, что все удалось, маникюр мне нравится, цель достигнута. В общем, бинго. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч.